Привет моим подписчикам! Сегодня фильм «Умница» Уилл Хантинг, 1997 год, авторы сценария Мэтт Дэймон и Бен Аффлек, режиссеры Гас Ван Сент, в ролях Робин Уильямс, Мэтт Дэймон, Бен и Кейси Аффлеки, бюджет 10 миллионов, сборы 226 миллионов долларов. Все, наверное, знают, как пробивались Дэймон и Аффлек, друзья по жизни. Написав сценарий «Умницы», они ходили по киностудиям и предлагали сценарий с условием, что главные роли будут исполнять они сами. Miramax Film согласилась, в смысле компания. В итоге 98 год, Оскар за лучший сценарий и лучший актер второго плана Робин Уильямс. Чтобы пересказать сюжет, я перечислю персонажей. Итак, Уилл Хантинг, Мэтт Дэймон, друг Чаки Бен Аффлек, братишка Чаки Морган Кейси Аффлек, психотерапевт Шон Робин Уильямс, профессор Ламбо, Скайлар, девушка Уилла, Билли, четвертый друг в компании Уилла. Вышеперечисленные персонажи, друзья, работают, свободное от работы время выпивают пиво, устраивают драки, знакомятся с девушками. Уилл работает уборщиком в Массачусетском технологическом институте и является одаренным математиком. У него отличная память, он много читает. В общем, профессор оставляет сложные задания на доске в коридоре, и Уилл легко справляется с доказательством теоремы, и таким образом попадает в поле зрения профессора. И он вытаскивает его из тюрьмы, в которую Уилл попал после того, как избил парня, обижавшего его в детском саду, и при задержании ударил полицейского. Попутно он просит Уилла посещать психотерапевта. 5 психологов отказались работать с ним, остался друг профессора, психотерапевт Шон. Первое знакомство Уилла и Шона прошло не совсем гладко. Уилл увидел картину Шона «Одинокая лодка с человечком» во время шторма. Стал анализировать, что картина нарисована в минуту страшного горя и отчаяния, предположив, что жена ему изменила, тем самым вызвал гнев Шона, и он чуть не задушил Уилла. Но тем не менее они продолжили сеансы. Сейчас я скажу большую глупость, но посмотрев некоторые фильмы, у меня сложилось мнение, что быть психотерапевтом очень легко. Надо уметь слушать, кивать головой, иногда что-то вставлять. Ведь результат, он неосязаем. Ну, например, хирург вырезал аппендикс, была боль, нет ее. Что касается душевной боли, ее трудно измерить и вылечить, мне кажется, невозможно. Ее можно ослабить, заглушить, время, наверное, лучший помощник. Бесспорно, есть психологи от Бога, именно таким является Шон. На второй встрече Шон дает оценку Уиллу, отдает дань его энциклопедическим знаниям и говорит ему: ты знаешь много об искусстве, ты много прочитал книг, знаешь все о Микеланджело, но ты не знаешь, как пахнет Сикстинской часовней, потому что ты там никогда не был. Ты, может быть, переспал пару раз с девушкой, но ты не знаешь, каково проснуться рядом с любимой женщиной и чувствовать себя счастливым. Если я спрошу тебя о войне, ты забросаешь меня цитатами Шекспира, но ты не был на войне и не держал голову своего друга на коленях, когда он делает последний вздох. На четвертом сеансе Уилл разговорился, что он тоже выдал некоторые подробности семейной жизни, например, что его жена много пукала, даже во сне. Я скучаю по таким мелочам, и всегда, когда Шон говорил о спокойной жене, ты понимаешь, что она была главным человеком в его жизни. В общем, профессор беспокоится о его математической карьере, ну, заодно и о своей, а Шон считает, что встретить своего человека – это гораздо важнее. И между ними состоялся спор. Шон высказал опасение, что если профессор будет двигать Уилла, тот станет неудачником. А ведь действительно, чаще талантливые и одаренные люди ничего не добиваются, а посредственность делает карьеру. А добившись каких-то успехов, считают, что имеют право поглядывать на других снисходительно. Кульминацией фильма является последний сеанс психотерапии, когда Шон держит в руках отчет по Уиллу и говорит: «Мой отец, когда был пьян, всегда избивал меня». Уилл подхватывает палку и ремень, клал на стол и говорил: «Выбирай». Я выбирал кастет, назло ему, отчиму. Поэтому у Уилла, это он про себя, обнаружено нарушение привязанности, боязнь быть брошенным. Поэтому я расстался со Скайлар. Шон, я этого не знал. Показывая на папку: ты видел все это дерьмо, но здесь нет твоей вины. Посмотри на меня, сынок, это не твоя вина. Уилл: да, я знаю. Шон: нет, ты не знаешь. Это не твоя вина. Это не твоя вина. Он подходит к нему все ближе и ближе, повторяет снова и снова: это не твоя вина. И тут Уилл начинает рыдать, и я вместе с ним, и сжимает в объятиях Шона. Это лучшая роль Робина Уильямса. Очень эмоциональная сцена. Взгляд Шона полный эмпатии, потому что он тоже прошел через боль и унижение в детстве. На этом можно было бы сказать, что их сеансы психотерапии подошли к концу. Уилл сходил на собеседование и устроился на работу в Кембридж, ну, по рекомендации профессора. Шон спрашивает: ты этого хотел? Я открою тебе свои карты, сынок. Поступай, как велит тебе сердце. Друзья подарили ему на день рождения старенькую машину. Уилл подъезжает к дому шеф Шона и закидывает письмо в почтовый ящик. Извинись перед профессором по поводу работы. Я остаюсь с девушкой и еду к ней. Шон достает письмо с улыбкой и произносит: такой-то сын, матерное слово, плагиатор. Именно этого поступка ждал от Уилла Шон. Потому что никакие регалии, никакая карьера не принесут тебе счастья. Главное, чтобы любимый человек был рядом. Все-таки какое счастье, когда есть фильмы, посмотрев которые ты понимаешь, или ты думаешь, что понимаешь, что имели в виду авторы.
Так много хочется сказать, но никто все равно не смотрит до конца. Все торопятся жить. Всем рекомендую. Замечательный фильм. На этом все. Пока.